Всем привет! Родственная душа. Кто он и когда придет? Любой человек в вашу жизнь. Родственная душа – это человек, который вас поймет, и вы его, с которым вам будет интересно, потому что у вас похожая энергия, с которым вы можете молчать, и это вас не раздражает, с которым вам и весело может быть, и радостно, и когда грустно тоже человек вас поймет. Это может быть или мужчина, или человек для личной жизни, или же друг, потому что дружба тоже очень важна, она украшает жизнь. Я посмотрю для вас на золотом Таро. Родственная душа, когда он придет. Часто мы думаем, что мужчина родственная душа, и он не приходит, и мы его ждем. И институт брака, он какой-то сейчас стал странный, все такое, да и раньше он был всякий, да, в основном переживания, страдания были часто в браке. Итак, может быть это брак, может быть что-то другое, родственная душа. Смотрите, я здесь вот так выложу перед вами все карты, чтобы вы их видели четко. И сейчас я буду брать из этой колоды перед вами прямо все, да. Мы будем делать два расклада, может быть, два человека придет, а может быть и нет. Я честно всегда рассказываю то, что выходит в картах. Я вам честно всегда показываю карты крупным планом. Каждое второе видео я показываю себя, свое лицо, свои глаза. Светлый маг ничего не скрывает, мне ничего скрывать. Я всегда на вашей стороне, я всегда читаю правдиво то, что приходит мне для вас. Я проводник, то есть то, что приходит, то правдиво я читаю. Иногда нужно это сказать, если вы новенький, очень приятно, что вы зашли. Итак, родственная душа. Когда и кто это будет, да? Может быть, два человека пошлет судьба. Мы посмотрим. Итак, с левой стороны, если вы загадали, можно загадать, конечно, вы хозяин-барин, это с левой стороны. С левой стороны вот какая карта. Я беру только прямые в этом плане. Это туз чаш, это действительно новый человек для любви. Вот это его основная характеристика. И еще будет одна карта с правой стороны. Беру интуитивно перед вами. Это карта повешенный. Смотрю только прямые в этих рамках. Итак, вам пошлет судьба двух людей. Один человек будет выглядеть как человек, который принесет мир в вашу душу. То есть это не просто родственная душа, это очень сильная родственная душа, которая буквально даст вам мир в душу. То есть вы не будете сражаться, спрашивать себя, бросать его или нет, быть с ним или нет, потому что человек, который придет, будет вам полностью соответствовать, его даст сама Вселенная, Всевышний, как подарок этого человека с левой стороны. С правой стороны повешенный. Этот человек, знаете, не такой по-сумасшедшему харизматичный, который нравится всем, а спокойный, может даже где-то и медлительный. Но этот человек уверенно войдет в вашу жизнь. Карта повешенная – это человек вдумчивый, которого вы познаете медленно и который открывается вам медленно. Человек достойный, спокойный, оба очень спокойных человека и вместе с тем глубоко вам соответствующих. Это их только главные характеристики. Я сейчас буду брать еще карты. Вот такие два человека войдут в вашу жизнь. Итак, мы смотрим дальше. Больше информации хочу получить именно по правому раскладу. Родственная душа, что это за человек, зачем и когда. Итак, когда? Ну, смотрю я прямые, как уже не раз сказала, и еще раз просто напоминаю в этих рамках. И девятка меча, когда? Когда вам будет тяжело. Может, вам сейчас тяжело, поэтому сейчас придет. Тогда, когда вы будете молить пощаду Вселенной и будете просить себе человека не агрессивного, не того, который будет обижать. И иногда нам приходится думать, по девятке меча сложная ситуация. Именно тогда, когда у вас сложная ситуация. Бывает так, мы не знаем, нам отрезать отношения эти, разрезать эту пуповину, да.
может быть, у вас зависимые отношения, может быть, треугольник, может быть, у вас сложные, драматичные отношения. И иногда бывает так, да, что когда мы выходим из отношений, это для нас выгодно и полезно и удобно. Часто мы слышим откровения женщин, которые вышли из сложных отношений и почувствовали себя вновь рожденными. Но это бывает только в том случае, если женщина в отношениях, она была действительно в таких отношениях, где ей просто было некомфортно. Но она была сильная личность, независимая личность. И поэтому, когда она вышла из таких зависимых отношений, она себя почувствовала свободно, освобожденной. И начала жить совершенно потрясающую жизнь, когда ей самой с собой было хорошо, и тогда встретился соответственный человек. Но бывает так, что женщина отрезала отношения, но ей самой с собой было тяжело. Она была в отношениях, где не только мужчина был, может быть, как бы виноват в том, что ей было плохо, но и она сама была сама собой в разладе по девятке меча. И тогда, когда она разрезала вот эту пуповину и ушла от мужчины, думая, что он был виной ее страданий, она нашла себя не освобожденной, а в принципе в той же позиции, что и раньше. То есть это тогда, когда виной или причиной в сложных отношениях был не только мужчина, но и то, что вы сами были в разладе сами с собой. И то, что вы вышли из этих сложных отношений, вам не помогло. Извините. Вам Вам это не помогло, потому что виной был не мужчина, а он просто был как бы той ширмой, которая мешала вам заглянуть в себя и попробовать прийти в мирное соглашение сама с собой. И здесь вам встретится родственная душа, когда вы найдете мир с собой, потому что девятка меча говорит, что да, может быть, и ваш партнер был тяжелым человеком и остается им, но вы в разладе с собой, и это абсолютно, то есть выйти из отношений не поможет. Нужно, может быть, и остаться даже в отношениях, и просто найти мир с собой, то есть найти дорогу к самой себе, независимо в отношениях вы либо нет. И в этом случае я вижу, что родственная душа найдется. У некоторых это вы просто, когда найдете мир сами с собой и найдете возможность полюбить себя, тот человек, партнер, который рядом сейчас с вами, с ним наладятся отношения сами по себе, когда вы начнете себя принимать и уважать сами. И здесь вот я вижу, что у многих эта родственная душа уже у вас, знаете, как где-то было такое то ли в сказке, то ли в каком-то рассказе, что вот что, это, знаете, «Вечера на хуторе близ Диканьки» моего любимого Гоголя. Кстати, я не отвлекаюсь. Когда он пришел, кузнец Вакула, к этому, который галушки поедал, вареники, помните? И он ему сказал, что ты ищешь черта, а он на самом деле у тебя за плечами, то есть он внутри тебя. Здесь не обязательно, что черт что-то плохое, нет. Здесь идет речь о том, что ты ищешь ответ в мужчине, в другом человеке, а ответ в тебе самой. А черт — это как бы ваш квест, ваш вопрос к жизни. Как мне найти счастливые отношения. Счастливые отношения начинаются со счастливыми отношениями с самим собой. И этот черт, это этот burning question, это ваш такой огненный вопрос к партнеру, почему мы с тобой ругаемся, ссоримся, почему нет мира, почему ты меня предаешь, но вы сами себя предаете. И вот этот черт, это ваше
ваш вопрос, почему не получается договориться с мужчиной, потому что самой с собой постоянно разлад и внутренний критик мешает жить. И вот подумайте об этом Кузнецове Вакуле, который пришел к этому, забыла, как его зовут, неважно, вы знаете, тот, что поедал вареники, он говорит: не ищи черта на стороне, ищи его внутри, и научись сам с собой взаимодействовать, тогда наладится и с мужчиной. Здесь по этому первому раскладу часто бывает так, что мы ищем эту родственную душу на стороне, она уже у нас есть, у нас просто своя родственная душа пока еще не умеет сама с собой договориться. Итак, я просуммирую первый расклад. Вы можете найти родственную душу саму в себе, и тогда наладятся у вас отношения с существующим партнером. И у многих проиграется прямо наоборот, что вы, может быть, одиноки, и научитесь любить свою собственную компанию. Тогда вы очень быстро вот так просто найдете себе достойного, любящего, понимающего вас, доброго человека, и эта встреча состоится очень скоро. Вот это первый расклад. По второму раскладу, где он, эта родственная душа, ходит, и когда я его встречу, действительно погружение в себя я здесь тоже вижу. Но я еще возьму 2 карты для прояснения этого всего. Может, у меня сегодня не мой обычный язык. Мои карты всегда мне дают откровение, и потому что у меня всегда изменяется голос, вы видите, что мои расклады очень сильно правдивые, и я всегда вот так, голос видоизменяется, потому что я же читаю интуитивные каналы, да, видоизменяется все, потому что я проводник, я каждый раз другой человек, соответственно, раскладу честно и правдиво читаю. Итак, второй расклад. Смотрю только прямые. Родственная душа, где и когда скоро, большое счастье. Это просто дом, общая чаша, где и когда скоро, это радуга, после бури будет примирение, если вы поссорились. Здесь, кстати, тоже мир с существующим партнером. Спасение от ситуации, где и когда и как, родственная душа, понимаете, вы вместе уйдете от преград, трудностей, каких-то экономических трудностей, может быть, трудности, связанные с политикой в стране или же в семье, бытовые какие-то разрулите ситуации. Родственная душа встретится. Это будет спаситель, который спасет вас от себя самой и от превратностей судьбы. И здесь вы встречаете свою судьбу. Да, интересно, конечно, здесь вот вас ждет счастье невиданное, счастье, которое вы еще пока не познали. Вас ждут перемены здесь, вас ждет действительно встреча родственной души, очень интересный расклад с правой стороны, и это буквально на пустом месте встретитесь, мои дорогие. Это просто счастье. Вы рождены быть, конечно, в паре. Да, вы рождены быть счастливы. Вы встретите свою родственную душу, вы можете ее встретить. И если вы даже расстались с кем-то по своей инициативе или по инициативе другого человека, не расстраивайтесь, вас ждет впереди большое счастье. Потому что десятка чаш – это большое счастье. Подвешенной – это медленное счастье, счастливая такая тихая, уравновешенная жизнь, без эксцессов, без предательства. Вот такая, мои дорогие, жизнь вас ждет. Это очень счастливый расклад. Вы уйдете от трудностей, уйдете от препятствий и будете еще очень счастливы. Сейчас просуммирую оба расклада, мои дорогие. И карты сами за себя, конечно, говорят, да. И по левому и правому раскладу я вижу, что родственную душу вы еще встретите обязательно. И по тому и другому раскладу я вижу, что человек будет вас достойный, преданный и верный.
И по тому и другому раскладу я вижу, что вы уйдете из какого-то кризиса вместе. И что вы будете еще очень и очень счастливы. Вот такой экспресс-расклад, дорогие мои, на интересующую вас тему, очень важную. Люблю вас, обожаю, желаю вам счастья. Я знаю точно, что на моих видео всегда можно получить инсайт, то есть откровение. Поэтому я знаю точно, что у вас все будет хорошо. Приходите на мои расклады, чтобы получить откровение, использовать для себя, провести досуг. А это дорогого стоит. Я очень вас люблю, очень о вас забочусь и буду вас ждать терпеливо, как и подобает верному другу в следующий раз ко мне в гости. Благодарю за ваши добрые слова, за пальчик вверх. Благодарю за то, что вы улучшаете вашу личную жизнь благодаря моим раскладам. Работа моя вся абсолютно безвозмездная для вас. Дар получила я от природы, от Творца, и поэтому делюсь своим даром с вами, помогая вам безвозмездно. Поэтому работа моя не требует никаких финансовых вложений. Это все безоплатно пришло для вас. Так что пользуйтесь себе на пользу и на личный ваш успех. Каждый раз, когда открываете какое-то мое видео, ваш пальчик выбрал посмотреть не случайно. Каждый раз вы получаете помощь. Сейчас я возьму карты талисман для левого, для правого расклада, чтобы вам можно было родственную душу встретить. Талисман для левого расклада, талисман для правого расклада. Талисман для левого расклада. Чтобы встретить душу родную, вам нужно по этой карте, трансформация карта называется, нужно не переживать о том, что было да прошло. Оставить прошлое в прошлом, не переживать, что было, все прошло, и будущее даст новые возможности. Белая лошадь – это чистое намерение и новые возможности. Будет еще заря в вашей жизни, будет еще праздник на вашей улице. Не волнуйтесь о том, что было да прошло, всему свое время. Вот такой талисман для левого расклада. Талисман для правого расклада, когда и где вы встретите родственную душу, говорю точно, что встретите. И еще будете очень счастливы. Талисман, карта мир. Заканчивается один цикл в вашей жизни, начинается другой цикл в вашей жизни. И вы будете еще очень-очень счастливы. И вы здесь под защитой высших сил. А еще я знаю по этому раскладу, что человек, который войдет в вашу жизнь, он и будет вашей несомненной защитой. Вот такие талисманы, мои дорогие, получите, пожалуйста, себе на пользу. И до новых счастливых встреч на моей работе на YouTube. Кстати, кто не знает, у меня есть много каналов. Там, где мои руки, мой голос, мои карты, мой дом, ничего не скрываю, показываю тоже себя крупным планом. Кто не знает, я Лена, на многих раскладах я себя показываю. Живу я в Ванкувер, Канада. Не обижайтесь, пожалуйста, я никакой не иностранный агент, работаю для вас. Вам на пользу с любого уголка вашей жизни. Вот, приходите, пожалуйста, на мои расклады и не сомневайтесь, там, где я, это все мои каналы. У меня 8 каналов, один на английском, и это практика медитационной mindfulness на английском языке, и 7 каналов на русском. Уж не обессудьте, 7 на русском, 1 на английском. Это не вражеский язык, это язык, который понимают многие. Вот, так что не обессудьте, пожалуйста. Будьте любезны, получайте помощь из моих каналов. Переходы на мои другие каналы есть в описании моих каждых видео. И там можно перейти, и либо о канале нажмите на название канала, и там будет тоже переходы на мои другие каналы.
Можно задавать вопросы в комментариях, я отвечаю на других видео на вопросы. У меня тоже есть канал на судьбу, там есть по знакам зодиака, есть чистка и защита, все безоплатно, мои дорогие. Ничего не делаю за деньги, чтобы вы могли пользоваться себе во благо. Посылаю вам медвежьи обнимашки, люблю вас, обожаю, желаю вам счастья и до новых встреч, мои дорогие. Не сомневайтесь, то, что карты правду говорят и показывают путь и дают инсайт, это точно. Так что не сомневайтесь, получите всегда помощь в тот момент, когда нажали «Посмотреть». С любовью к вам и с преданным сердцем, ваша Лена. Всем добра и любви. Пока-пока, мои дорогие, и до новых встреч.